Вот так неожиданно и быстро мы оказались в Париже. Та-да! Тутонь. Ту-ту! Дворец. Букингемский отдыхает. Сашок, скажите. Это да. Не так от вас сказать. Да, это верно. Спросите у Сашки, есть ли у него новогоднее настроение, так как сегодня 31 декабря. Как здесь? Ну, тут потрясающе красиво. Не знаю, Париж просто восхищение мое. Первое, что нам принесли, это луковый суп. Господи, какие тут потрясающие виды. Мы идем и понимаем с Сашей, что мы опять вернемся, Ребзе. Боровичок какой-то. Это, наверное, самая потрясающая улица. Посмотрите, как тут мило. Фу, с Богом. Увидели это чудо! Вот оно. Мы в секретном месте. Привет! Из Парижа. Вот так неожиданно и быстро мы оказались в Париже. Та-да! Тутонь. Ту-ту! Так, это 3:15, как там? Ну, сейчас сколько там, 2:15. Ну да. В общем-то, мы в Париже. Мы приехали сюда отметить Новый год. Сашка исполнила мою мечту. Я хотела отметить Новый год где-нибудь, не дома. Уже много лет. И Сашка предложила. Ну, я хотела в теплую страну, но Париж казался еще круче. Ну, он не очень теплый, судя по капюшону. Но просто так получилось, что я чувствую, что я заболеваю. Ну, не знаю, может, завтра будет лучше. Мы купили уже всяких тарафлюшек, всякое такое. Надеюсь, что завтра будет легче. Чуть-чуть сегодня придем раньше, чтобы я отлежалась. Но то, что мы видим, это потрясающе, да? Красиво. Ну, это мэрия в самом центре. Архитектура потрясная. Каждое здание можно рассматривать очень долго. Ярмарка еще последние дни доживает. Не просто какое-нибудь малюпусенькое Париж. красиво. А вот это вот здание, вот это кто там? Мэрия. Мэрия? Она огроменная, она за полулицы занимает. Что одна мэрия. Она видела там Нотр-Дам в таком виде. Другого нету. Ничего не поделать. Нужна еще реставрация, может еще год или сколько обещают. Прошли еще посмотреть, и оказывается, есть другой вид кафедрального собора. И можно полюбоваться этой красотой. Ну, там видно, как Сашка говорила, уже ремонт там. Ну, красота, конечно. Париж просто невероятно какой-то по архитектуре. Красивучий, но метро старые. И билеты так сложно купить, и нету продвинутости. Вот, как будто, не знаю, как будто Париж не идет много со временем. Может, это и стиль такой? Не, ну там вообще все современнее. Там стиль старый, но при этом очень много модернизировано. Какое слово, бля. Очень много включено. Там, знаете, при приложении можно много чего, всякие скидки крутые, то, все, блин. Можно классно это по-современному там двигаться. А тут первое впечатление, по крайней мере, несколько часов, что как-то туговато даже вот с этими билетами, с этими автобусами не приезжают, когда надо. Какое-то есть приложение. Ты потом расскажешь, как он называется. Какое? Ну, который ты смотрел. Ой, вот где автобусы. Ну, Расписание. Ситимаппер или что. Короче, мы там не разобрались, какая-то фигня, он показывает, но Google, короче, лучше, да? Ну, в итоге, да. В итоге Google Вроде лучше. мы по Google. Спасибо, что есть Google хотя бы. Ну и продолжаем прогулку по острову Сите. Здесь у нас Сен-Шапель. Внутрь мы никуда не пойдем. Дворец правосудия. Такой дворец. Букингемский отдыхает по сравнению с этим. Хотя он даже не королевский. А там, по-моему, вот в этом здании крайнем была тюрьма раньше, в которой сидели многие супер известные люди того времени. Но все при этом очень красиво. А вход в метро там такой классный, еще мы не показали.
Зато сфоткаю. Всем привет! Сегодня второй день, как мы в Париже. Почему-то мне хотелось сказать в Лондоне. Как мы в Париже с Сашкой. И, к сожалению, мы вчера так много не снимали из-за того, что, я себя плохо чувствую до сих пор. Я не знаю точно, есть у меня температура или нет, но ощущение, что есть, потому что очень болит голова. И я не буду входить в подробности. Наверное, это не самое интересное. Но думаю, что наши планы так резко подкосились из-за этого. Но Саша себя чувствует неплохо, да? Вот. Мы заселились. Покажем вам свои апартаменты. Я не знаю, как это называется. Наверное, апартаменты. Сарай такой. Берлога. Не, на самом деле здесь очень классно. Это небольшое такое помещение, но для двоих тут есть все и даже больше. Даже сладости какие-то нам оставили. Вот, к сожалению, такие не супер хорошие, веселые новости. Так вот бывает, да? К сожалению, мы не планировали. Мы планировали совершенно другое. У нас были такие потрясающие планы вчера. Но вчера я смогла только дойти. Мы открыли дверь, я сняла обувь и сразу же легла. Да, Сашка? Да. И Сашка все делал. Бедный. И заваривал мне все, и отваривал. И мы вчера вот как уснули. Ты футбол хоть досмотрел? Да. Я вчера как уснула, и Сашка тоже. И проснулись только сегодня утром. Вот так мы и спим. На самом деле, вот какое-то вот такое состояние было плохое. Все, не о грустном. И рум-тур. И у нас вот такая дверь входная. Ты сразу открываешь эту входную дверь и входишь в целую квартиру. Целую квартиру. Вот этот диван, мы на нем спим, он так интересно раскладывается, как-то необычно. Там внутри подушки, не так, как вы привыкли думать, что вот здесь подушки, а они вот в этой вот штуке. Это сложно объяснить. Если захотим, то покажем. Тут такое огромнейшее зеркало. Не знаю зачем, наверное, для расширения пространства. Камин. У нас есть камин. Саша его попробовал включить, он так завонял каким-то вообще бензином непонятным, и мы его выключили. Телек, который мы не включали, столик. Вот это, я не знаю, это прикроватная тумбочка, наверное, что-то такое. Мы так расставили, потому что и так мало места. Нашу обувь поставили. Найдена в Париже идеальная печенька. Прям очень вкусная. Сашок, скажите... Это да. Не так надо сказать, да, это верно. Я же даже с интонацией сказала, Сашок, скажите, это мой любимый, я не знаю, все любят, или только я люблю, Петров и Васечки. Я смотрю часто, мне так нравятся эти песни, и вообще эти мальчики мне нравятся. Короче, Сашка не понял фишку, и ладно, идем дальше. Это, собственно говоря, кухня. Самое интересное и из-за чего, собственно говоря, мы вообще сделали выбор. Мы падки на сладости, на всякое такое. Вот из-за этого, ребят. Мы когда увидели, что, оказывается, за эти же деньги и так удобно, и еще нам предлагают всякие вкусняшки, мы подумали, все, делаем выбор в эту пользу. Тут вот это, представляете, это кофе. Я думала, это чай, а это кофе, это какой-то сахар. Вот такие вот сладости. Это вы сами видите. Я вчера пошла в аптеку, мы с Сашей были в аптеке, и я им такая говорю, бонжур, даю вот эту, потому что это я взяла сама. А еще вижу у них на витрине вот фервекс лежит. Я такая, бонжур, это дала, и они так на меня смотрят, и я такая, фервекс. Я такая, и они что-то повторили, я такая говорю, да. Уи, надо было сказать. Уи. А я говорю, да. Хорошо, хоть не сказала, ага. Да, или так. Вообще, есть все на самом деле. Вы сами видите, кофемашина, чайник. Кстати, все очень чисто. Я офигела. Реально чисто настолько все, что даже как-то неожиданно. Обычно всегда где-то какая-то грязь неотмытая есть. Тут я такого не заметила. Ой, холодильник, мусорка, стиралка. Сами, видите, что я перечисляю. В общем-то, неплохо. Главное, что все очень чисто. Да? Да, все есть. И главное, что мы в Париже. Но, ребят, спросите у Сашки, есть ли у него новогоднее настроение. Так как сегодня 31 декабря. Сашка, ты должен ответить нет. У меня вообще ощущение, что просто обычный день. Да?
Короче, мы собрались и будем выходить. У нас план такой. Немножко погулять. У нас есть заведение, которое забронировано. Немножко погулять перед этим заведением, покушать. После погулять немножко, приехать домой, опять отдохнуть. И потом едем на ужин, у нас тоже забронировано. И после ужина нам надо как-то, какими-то силами выдержать и простоять до салюта. Ради чего мы, собственно говоря, и приехали. Да? Надо. Ну, я не знаю, ну, мы должны это сделать, ну и потом домой вернуться. И все. И там уже посмотрим. На завтра не строим планы. Вот мы в метро пришли покупать нам проездные билеты. И эти проездные билеты окупятся где-то за 4, ну, 5-ю поездку. Это очень удобно. Мы... Начиная с 5-й уже бесплатно. Да. Ну, стоит как 4 поездки. Ну, вы сами знаете, мы очень часто покупаем проездные билеты. Сейчас я вам покажу, как мы это делаем тут, в Париже. Есть крутилка, выбирать опцию. У нас нет такого, и нам нужен мобилис дневной. Мобилис дневной. Нету мобилис, вот. Крутилка. Крутилка на двоих. Одна первая, вторая зона. И вот один стоит 8. И есть бесконтактная оплата. Слава богу, ребят. Потому что в некоторых местах нету. И все, мы оплатили, и нам сейчас будут тут наши билетики. Ну вот мы взяли, и так они выглядят обычно. И давай, Сашка, ты пройдешь первый. Покажу, как тут неудобно работают вот эти вот метро. Ну не метро, а шлагбаумы эти. Я прихожу, забираю, и мне надо толкать здесь и толкать еще вот здесь. То есть 2 раза толкнуть. И вот это все самой. То есть не автоматически, а ты все сам толкаешь. Кошмар какой-то. Лошади, кенгуру. Какой-то музей. Зоопарк. Но станция прикольно. Ну все, идем мы вниз. И вот так выглядит станция метро. Но они все абсолютно разного вида. Это один из них. В принципе, вполне современная, нормальная, ухоженная, чистая. Мы уже в городе. Вышли вот погулять, смотреть, как здесь. Ну, тут потрясающе красиво. Не знаю, Париж просто восхищение мое. Я, честно, не ожидала, потому что мне, даже моя тетя говорила, ой, что там, негры и грязь. Я вообще все так чисто, ничего не вижу грязного. Бомжей, кстати, вообще нету практически. Ну, есть где-то, но их мало. Но везде есть бомжи. Даже в Беларуси. Посмотрите, как красиво. Но что меня удивило, это постоянно, это вот не одна из вот очереди, там очереди вот в то заведение, там очереди, не заведение, а какую-то пекарню, там тоже очередь. И вот эта очередь, она просто ближе к нам находится, поэтому я вам показываю. Это вот в пекарню там какую-то, цукерню-пекарню. Я в шоке. Вот это они любители, конечно, в очереди постоять. Даже в Англии такое, да. Не удержалась и зашла вот в такой ларечек. Тут так атмосферно и мило. Всякие игрушечки. Такое какое-то прикольное. Раковина такое. Так хочется еще потрогать, как обычно. Вот тапочки, пожалуйста, тепленькие. Офигенно, просто офигенно так все выглядит. И фу, лакрица. Я ненавижу лакрицу. Хотя знаю, что есть любители лакрицы, но это не я. Ой, сколько вкусняшек. Но аппетита совсем не требуется. Даже это меня сейчас не привлекает. Такая красивая улица. Я так понимаю, что это улица с каким-то такими, знаете, магазинчиками, как рыночек какой-то. И люди тут ходят с пакетами, все покупают. Везде заходят, очереди везде. Блин, как-то так прям мило, атмосферно. Мне очень нравится. И в горку. Идти в горку — это лучшее вообще, что можно было придумать. Ну, очень классно. Посмотрите, какие красивые люди. И мы с Сашей обратили внимание, что очень они любят шарфы. Особенно мужчины, да? Нет, почти у каждого шарф. Но мужчины... И они так небрежно его как-то завязывают. И красиво.
У французов свой какой-то французский стиль, и это клево. Мы тут с Сашкой думаем попробовать устрицы, где как не во Франции попробовать устрицы. Мы один раз пробовали, но не понравилось, и после этого мы решили никогда не пробовать. Блин, гундило. О, оказывается, если есть в месяце мягкий знак, то это типа самые вкусные устрицы, типа декабрь. Ну, типа, это сезон, но уже Сезон... не так актуально, потому что их разводят искусственно. Да. Ну ладно, пофиг. Но, честно, вот я подошла, и вообще не хочется их, Сашка. Хоть я очень люблю креветки, но это, не знаю, не... Ну, мы попробуем обязательно. Может, надо дозреть. Да. Еще мои любимые креветки, я их обожаю. И эти гребешки тоже мне вкусно. Я бы тут съела почти все. Офигенно. Выглядит очень красиво, даже вот эти ежи. А вот это вообще нежданчик. То есть мы хотим вот в это заведение, вот это. Посмотрите, какая очередь. То есть я не поняла, ну мы забронировали, но если они все забронируют... Не, ну там должны быстро. Ну да. Пойдем в очередь стоять, а то мы... А, еще 12 минут. Просто там очень плотно собирают. Пошли в очередь становиться. Короче, Очереди, конечно. блин, я даже не ожидала, что столько людей будет. И вот мы зашли в это заведение. Если честно, я очень нагло пробралась. Просто в очередь, вы сами видели. Ну, очередь просто, мне кажется, без бронирования. Да. А я просто Там прошла как в бы наглую. отдельный вход. Да. Ну, никто это не контролирует, поэтому... Там было это написано резервация и стрелочка. Но я туда наглую пошла, и все. И так мы пришли. И сели, и знаете, выглядит это... Это, наверное, какое-то старинное, Ну, такое классическое классическое, старинное, да, французская такая кухня. Мы сюда пришли есть классический луковый суп и какую-нибудь вкусняшку, какой-нибудь десерт. Тут атмосфера офигенная. Вот посмотрите, какое старое меню. Просто листик бумаги. И просто вот так вот все написано. Но людей, вы сами видите, неважно, какое меню и какие столовые приборы, они вот такие вот старенькие. Несмотря на это все, это очень все популярно. И тут все столики очень близко. Прям максимально близко. Вот так жизнь идет. Почти друг с другом. Все за одним столом. Первое, что нам принесли, это луковый суп. И мы заказали еще блюдо. Ждем их. Мы заказали один луковый суп, потому что тут обязательно нужно заказать на одного человека по гарниру. Поэтому мы столько не съедим, просто у меня нет аппетита. Так бы, конечно, наяривала. Так бы это съела. Ну и так нормально. Вот. И еще десерт должен быть. Посмотрим, хватит ли у меня сил. Но суп выглядит потрясающе. Погнали. Сырные. Олег прям тут. Такой горяченький, наверное. Очень вкусно. И вот следующее, что мы заказали, это дыня с чем-то, каким-то соусом. Дыня и что? Ну, сыр, голубой сыр, Голубой сыр, дыня. дыня, тыква, дыня. Тыква, дыня. Ну, и Короче, картошка. и картошка, что-то вот такое. А у Саши фиш and чипс. Ну, французский стиль. Французский стиль. Приятного аппетита, едим. Тут, короче, очереди. Просто, наверное, весь мир приехал в Париж. Нам надо вот туда наверх. Бесплатно можно подняться пешком. Но у нас есть проездной, и проездной входит... ну, точнее, в стоимость проездного входит, чтобы прокатиться на фуникулере. Ну, тут минута подниматься, может даже и меньше. Вон фуникулеры. Но быстро, им нам надо вот туда, на тот замок попасть. Ну, короче, идем вот так вот в очередь стоять. Надеюсь, это быстро. Мы поднялись к базилике Сакрэ-Кёр. Очень интересное сооружение из такого мрамора. Вид на город. Все это классно, но не прям с этой точки. Но вообще вид, я думаю, еще покажем. Он такой впечатляющий. Такой. Главный вид, сколько это будет во всех сторонах. А мы тут гуляем по этой горе.
Господи, какие тут потрясающие виды. Мы идем и понимаем с Сашей, что мы опять вернемся, Ребзя. Не только в Париж, нет шансов. Как и в Лондон надо вернуться. Потому что мы сейчас идем отдыхать, а самое главное это вечером. Мы идем на этот салют праздничный. Ой! Боровичок какой-то. Друндалевичок. Ой-ка. А еще кабриолет вообще. Еще и кабриолет, Сашка. Это, наверное, самая потрясающая улица. Посмотрите, как тут мило. Все фоткаются возле этого домика, потому что ну, это бомбически красиво. Ой, вообще, я не знаю, что сказать, ребят. Это тот случай, когда нет слов и одни эмоции. А вот в это местечко мы пришли. Я сейчас в маленьком шоке. Как красиво это Мулен Руж. И вот сколько людей пришли сфоткать. Ну, это просто очень красиво. Во-первых, ну, сама улица, мы тут такие, знаете, ходим, бродим, и тут оба-на. Просто встроено, влиплено в эту улицу. Красное такое красивое здание, такое яркое. Я надеюсь, вам видно тонкий дом. Офигеть, как будто стен нету. Это рядом с этим Мулен Ружем. Зашли домой. Но перед этим мы купили мидии. Устрицы. Ой, устрицы, да. Ну, сейчас будет... И мы знаем, как их открывать. У нас есть примерный ножик. Сашка их пооткрывал. Честно говоря, нам было комфортнее их купить в магазине, чем на рынке, потому что... Ну, мы шли мимо и как-то объясняться. Неловко так было объясняться. Мы в магазине-то пытались объясниться, но... Как-то у них... Если честно, я не знаю, как это все. Это настолько популярно, тут еда, они вот тут на каждом углу продаются. Угу. Пахнет ужасно. Мы пробовали. Ну, я Мы попробовала попробуем уже. на каву. Ну, попробуй на каву, ребят, если вам не противно. Если противно, то лучше переключите, но перед этим поставьте за мои страдания подобайку. Хорошо? Спасибо. Фу, с Богом. Фу, да. Фу. Это невкусно. Ребята. Я, конечно, люблю таранку, там, рыбу всякую, живую. Суши. Но это... Может, лимона много добавила? Может. Ну, не должно быть Слушай, у меня так- пару капель, наверное. Не, она намного добавила. Ну, как будто вот Вряд ли море это хапнуло сильно. в рот. Ну, и- море, еще и с лимоном. Да. Ладно, все, выключаем. Ну, все. Будем стараться Да. доесть. У нас еще 4 надо открыть. А, кстати, мы их купили, и тут есть обозначено, как, в каком месте открывать, Открывается что легко, удобно. в принципе. Когда знаешь, в каком месте, то легко. Так бы я никогда не догадалась, если бы не вот эти метки, да? Хотя, может, и понятно. Где-то вот здесь. Может, понятно. Ну, в принципе, примерно в одних и тех же местах. Да. Ладно, Все, жирненькая. погнали дальше. Мы вернулись, вы видели, поели эти устрицы. И будем обратно валяться. Я вся горю, башка трещит. Я думаю, что мы с Сашкой еще обязательно вернемся, потому что мы нифига не посмотрели. Но то, ради чего мы приехали, нам нужно набраться сил и сходить. Сегодня будет этот салют. Я не знаю, там будет очень много людей. Я, конечно, ненавижу это столпотворение. И знаете что? Я вот тот человек, который никогда в жизни бы, вот даже на концертах, там, чтобы увидеть певца или певицу, там, или группу любимую, я никогда в жизни бы не стояла, не сидела 5 часов, чтобы занять вот это самое вакантное место. А уж салют я тем более не буду за 5 часов стоять, тем более сейчас, поэтому было решено, что мы там за 1,5... Мы пойдем поедим, так как все-таки должен быть какой-то у нас ужин классный, новогодний. И потом за 1,5 часа придем. Попробуем там, если очень много будет людей. Посмотрим, короче, на ситуацию. Если что, останемся, дождемся, да, этого салюта. Если уж прям нет, отойдем подальше, чтобы издалека это все увидеть. Вот, ну и надеюсь, что на третий день нам удастся увидеть Эйфелеву башню, ребят. Потому что все никак. Мы поспали и чувствуем себя уже получше. Или не получше, но неважно. И едем сейчас в заведение. И самое интересное, что сегодня
вечером бесплатный проезд на все транспорты. С 5 вечера до 12 дня. Получается, Первый. мы второй раз не окупили наш проездной Репси. Завтра Это, не конечно, будет. это, конечно, не очень радует. Вчера, потому что я все-таки уснула и больше не проснулась, а сегодня, ну, сегодня, сами понимаете, думали, мы не что успели, да. Больше ездить, но в итоге там где-то пешком, где-то не надо. В итоге 3 поездки потратили. Ну, короче, ладно. Ну и дальше будем показывать вам, что будем делать. Надеюсь, увидим этот божественный салют. Азиатское заведение. Ждем заказ. Надеемся, что будет со скидкой нам. Саш, какую фишку нашел? Если получится, все расскажем. Ну да, потом. Ну тут прикольно, но очень людно и тесно. Ну какие во всех популярных заведениях. Нам принесли наш заказ, но это, наверное, самое косячное заведение. Мне пока вообще Мы разочарованы просто в маму. рыба. Такой мы ужин. Что с рыбой? Я бы сделала суши дома Мы вкуснее и покупали, лучше. ну, в магазине лучше. Ну. покупали. Хотя отзывы вообще супер хорошие. Либо они хороших суш не ели. Почему это хорошо отзывы? Соевого соуса нету. Да. Где соевый соус? Нам так и не принесли. Хотя мы ждем 40 минут 3 наших ролла. Капец. Tanta gente. Мы стоим в гигантской очереди и не ждем ничего. Мы Новый год, Не Елисейские поля. мы Новый год встретим просто тупо в людях и ничего не увидим. С Новым годом, ребят, с новым счастьем! Ребят, наконец-то на 3-й день мы увидели это чудо! Вы должны это увидеть. Вот оно. Ради чего? Наверное, весь мир едет в Париж только ради этого, чтобы видеть Эйфелеву башню настолько близко. Ты в шоке? Красиво, да? Ну, прикольное сооружение. Да. Хотя вроде многие не любят место. Любят, не любят, мы Но любим. символ Парижа это факт. Это да. Блин, а вот так вот вокруг. Красота, красота. Нет от нее спасения. Видно снова полоса большого везения. А сейчас мы настолько близко, я в шоке. Блин, она прям вот встроена в город. Под ней машины ходят. Офигеть. Ребзя. Это что, это карусели какие-то? Но мы, кстати, не будем подниматься. Мы планировали сначала подниматься, потом... Я уже забыла, чем мы Но передумали. не стоит того. Мы решили Плюс очереди. на смотровой площадке и плюс Холодно, большие ветер. очереди, да. Мы уже почти купили билет, а потом подумали, Просто не многие будем. говорят, что не стоит того. Лучше на другую какую-то смотровую сходить. Ну, кто поднимался, тот, наверное, рад. Но я тоже рада, что Ну, его типа увидела. галочку поставить всегда приятно. Ну, Это как галочка с Новым годом. Да. Ребзя, вы сами видели, как мы встретили Новый год? если видели. Не, ну вы же снимали этот кусок. Ну, толпа просто. Толпа. Потому что Мы даже ничего не видели. Салют снимать было бесполезно. Там вот как краешек был виден, и только мне. Да. И самый прикол, что сам салют был офигенный. Только его он вблизи был офигенный. Но мы не смогли увидеть. Мы онлайн зато увидели. Ой, красота вообще. Прикольно. Мы в секретном месте. So that's 11. Вот такое у нас секретное местечко. О-о-о. Офигенно. Я в шоке от архитектуры Парижа. Это у нас Петипале. Петиполе. Посмотрите. Ой, расширить не могу. Можешь расширить? Я в шоке вот от входной зоны. Это что вообще? Как это сделали? Так красиво. А крыша? Кстати, в Лоде есть похожий музей с такими крышами. Вот с такой. Тоже в центре. Блин, красиво капец. А вот и она, триумфальная арка. Получается, уже 2 самых важных места для Парижа мы посетили. Ну, сколько людей, я даже и говорить не буду, вы сами все видите. Уже даже начинает темнеть, мы все ходим, бродим.
Такой костел. Набрели на такой костел. Сен-Сюльпис. Еще раз. Сен-Сюльпис. Еще раз. Сен-Сюльпис. Красиво. Я подшучивала над тобой. Ой, господи. Так холодно стало. И так красиво, Ребзя. Вообще. Просто если уже прям снимать каждый дом, можно про каждый дом что-то рассказать. Потому что они очень красивые. Но архитектура тут реально ходишь. Каждый дом прям вах. Уже сложно даже. Одно выделить. Да, потому что все, любой вот этот дом взять, вырезать, поставить в другой город, это будет достопримечательность. Пришли с Сашком поужинать. Наверное, уже последний ужин во Франции. Такое заведение. Вот такое. Как называется? Называется вот так. Нет. А, не, ресторан-меню. Как называется? Монтфинчи. Монтфичи. И нас спросили, где хотите сидеть. Мы, кстати, тут почти одни. Мы пришли прямо перед открытием. Самым. И я сказала, что хотелось бы вот тут вот outside. Ну, так прикольно, знаете. Так атмосферно, почти на улочке сидеть, да? И тут, кстати, по закону всем должны приносить воду и хлеб. Ну, хлеб нам вчера не приносили, а воду принесли. Ну, это просто было японское заведение. Там хлеб не в тему. Но вообще, получается, что мы даже как-то часто ходим в заведение в этот раз. Но мы обещали вам рассказать один маленький секрет, но попозже расскажем. Ну, еще завтра. Да. Как выгодно. Ну, или за неделю. Если у нас будет все получаться, то мы обязательно все расскажем. И вот, что мы заказали. Улитки, но мы думали, они будут в панцире, но они уже как бы вытянуты. Улитки бургундские написано. Большие бургундские улитки. Но мы решили закрыть этот гештальт и попробовать их. Потом мы взяли поке, но я не думала, что оно будет в таком стиле. Ну, прикольно, оно обычно в глубокой миске. Ну, да. Но выглядит классно. Классно. Ну, свежо Да, и свежо. приятно. Мы такое любим. Ну и фуагра. Уже попробовать, так попробовать это все. Приятного нам. Бон аппетит, как говорят. Бон аппетит. Получается, мы набрали на 47, а будем платить 23,85. Вот Благодаря вот приложению. И тут можно, ну тут, короче, можно забронировать, посмотреть, в каких заведениях есть разные спецпредложения, забронировать сразу, ну и выбрать уже сразу свое предложение. И уже, ну вот, по крайней мере, у нас 2 из 2, никаких проблем, никаких вопросов, все применяется, скидка. И можно оплатить сразу же через приложение, получить еще бонус. То есть сейчас мы были со скидкой 50%. Да. Можно заказать только то, что разрешено вот Ну, в есть этом приложении. описано, Да, есть описание, что ты можешь что заказать. в меню подходит под Ну, условия. практически все есть. Ну, да, напитки не входят, и какие-то тоже там предложения не входят. А так, ну, там от 20 до 50%. И мы уже скидка. второй раз ходили, и все супер. И хотела сказать, что в Англии вода и хлеб... Ну, во Франции. Ой, в Англии. Во Франции. По закону приносят. Ну, в Англии, кстати, тоже нам приносили Ну, вода, воду. да, Да. хлеб. Ну, Без хлеба. И приносят хлеб еще больше, если ты попросишь, бесплатно. Ну все, мы платим. Вот такая фишка. Мне кажется, мы не очень так подробно и объяснили по поводу кафе, как мы экономим, потому что, мне кажется, там ничего было не слышно. Может, не все было понятно, я, может, там как-то не так снимала. Вот, поэтому мы решили еще раз рассказать нормально, как мы едим в заведениях. ну, пока что нам Да. это удается И проворачивать. экономим 50% и 30%. То есть там Ну, от 30 до 50%. Ну, 30, потому что мы Мгм. потом перенесли на неудобное Время. Ну, на более, типа, удобно, Мгм. поэтому скидка меньше. А так было тоже возможность за полцены поесть. Но сначала мы решили проверить в одном заведении, посмотреть, работает это вообще или нет. Но у нас уже было забронировано на все дни. Но я заболела, там мы переносили дни, и поэтому мы, короче, пошли в первое заведение, мы думаем, господи, не работал интернет, невозможно было включить это приложение. Думаю, все, это капец. Сейчас заплатим. Сейчас прайс. заплатим full прайс, а нас заказывали уже. Но на самом деле нам, правда, дали скидку и все Ну, это все на работает. кассе у них пробивается, Мгм. что бронирование через приложение. Ну, расскажи, что за приложение. приложение? Может, ты ссылку оставишь там? Ну да, когда? ставлю. Наверное, там можно даже какой-то бонус заработать. Потому Мгм. что у меня на первое бронирование... Там есть внутренняя Мгм. валюта, типа баллы.
И вот за первое бронирование успешно, если ты уже сходил, поел, дается 1000 баллов. А нам дали? У нас первое турецкое. Мы завтра пойдем. Мы его перенесли на другой день, а так оно первое по дате типа было. И там, ну, короче, дается 1000 баллов, и это можно потом обменять на скидку в 10 евро. При оплате. Классно, неплохо так. Ну и копятся баллы. Вот приложение. The Fork. Она же вилка. Она же вилка, вот. Действует во многих странах Европы, в Польше не особо, как я посмотрел, но во Франции супер покрытие. В Париже очень много заведений, можно даже оплачивать через приложение. А в Испании где-нибудь, не знаешь? Вроде работает тоже. Класс. Вот я тут оплачивал сегодня. А вот здесь можно искать рестораны. Ну, бронируешь там, ну, ребята разберутся. Или ты хочешь подробнее показать? Ну, я покажу, как скидки искать. Ну давай. Допустим, завтра на 20:30 вдвоем. И выбрать вот offers. Есть рейтинги, есть сразу скидки. Давай, вот 9,6 хорошая скидка. Бабаб. Бабаб. Даже написано средний чек, сколько выходит. Есть фотографии, есть отзывы, и есть вот все, что будет, все, что входит из меню на эту скидку 50%, например. Можно вот 2 бургера с картошкой и напитком взять за 12 евро. Ну, уже за двоих. Всего лишь за 2? Дешевле, чем Макдональдс. Офигеть. И это еще хороший рейтинг. Да. А надо посмотреть, чтобы хороший рейтинг и в Гугле был. Желательно, да. Ну, вот есть и фото, и вот так есть фото. Ну, слушайте, очень даже неплохо. Ну, конечно, главная фишка, что это все работает. Да, и плюс, ты бронируешь стол, и вместе с этим еще получаешь скидку. То есть просто приходишь на свое время, садишься за стол, заказываешь все, что вот вы видели в этом приложении, все, что можно. А там очень много все можно. Не, можно заказывать и не из этого меню, ну просто скидка будет тогда только на ограниченное количество. Ну, если что-то очень нравится. Ну и напитки не входят в скидку. Вот, но тут классно, что тут дают воду и хлеб сколько хочешь, и воды сколько хочешь. Поэтому мы, в принципе, вообще практически никогда не брали напитки. Ну, только если там Саша пиво хочет или вино. Обычно это слишком оверпрайснуто. Ну, короче, мы не берем обычно. Вот, и тут достаточно воды. И тут я вообще заметила, что мало кто берет напитки, потому что воду всем берут, приносят. Какой-то там лимонад редко очень. Ну, на столах не стояли там, знаете, типа спрайт, Кока-кола, Пепси. Наша группа секси! В общем-то, приходит. Потом, когда все съели, приходит к вам официант и говорит, как вы там забронировались. Ну, вот сегодня... Нам сегодня пришло. Ну, туда только, наверное, по бронированию ходит. Она спросила имя, принесла чек уже зачеркнутый. Ну, мы показывали. Все, и я оплатил через приложение. Чаевые там же оставил. Все супер, работает. Вчера мы оплачивали сами на кассе, там другая была система. Ну, тоже там сказали... Я сказал свой столик, сказал бронирование. Да. Нам автоматически применилась скидка. Мы оплатили тоже через приложение, заработали баллы. Да. Потом сходим со скидкой, еще где-нибудь забронируем. Короче, опять получается, что бы вы без нас делали, Ребзя? Просто, ну, конкретно даже без Саши. Все он это находит где-то. Так что благодаря нам вы можете ходить опять в заведение и экономить. И фуагра, да, например. И экономить кучу денег. Ну, реально, 50% можно сэкономить и купить себе что-нибудь. Ну, или по цене Макдональдса. Ну, то есть мы не кушали ничего дороже, нигде дороже 25 евро, да, наверное. Но. И, ну, мы советуем. Это точно рекомендацион, это приложение. Вот просто от души, душевной души. Да? Вы знаете, что надо за это сделать? Поставить лайки, подписаться. И можно написать комментарий, что вы нам очень благодарны, что мы улучшили вам жизнь. Гастрономическую жизнь так точно. Последний день. Не то, что последний, ну да, последний. Мы уже сегодня улетаем и приехали на последнюю, так сказать, площадку посмотреть. Последний пунктик, который более-менее нас интересует. И зашли в галерею, да. Но она, наверное, тут самая пафосная.
Так, аккуратно, чтобы ничего не разбить, ребята. Сейчас хочу показать, как тут красиво. Такой потолок просто. Ну и вот так выглядит тут. Потолок просто какой-то нереальный. Ну, как вы понимаете, тут куча французских дорогущих брендов. Ну, и не только французских. Насколько мне известно, вот самые дорогие бренды это французские считаются. Герлен, Диор, Saint-Laurent, Шанель. Ой, вообще супер. В той галерее мы планировали на смотровую площадку, но из-за дождя, сейчас дождь. Ну, мы так думаем, мы не знаем. Но французского никого туда не пустили. Мы думаем, что, скорее всего, из-за дождя не пускают на смотровую площадку. Короче, мы идем теперь, ну, просто выжидать время. Мы сегодня улетаем. Ну, короче, сейчас мы идем в магазин, а потом опять в заведение, покушаем. И после этого уже в аэропорт едем. Вот это мы пришли покушать. Класс. Такие вкусняшки у нас. Жду Сашку в туалете. Офигеть. И я не сказала, это называется пидде. Вот это блюдо. Интерес такой, конечно, необычный. Мы приехали в аэропорт, а тут, оказывается, около 8 терминалов. Мы когда прилетели, у нас тут, конечно, была небольшая путаница, сложно. Возможно, стоило этим автобусом. Да. Но мы, наверное, раньше вышли. Хотя вроде было правильно, но, короче, вышли, наверное, не там, где нужно. Да. Подъезжал даже. Непонятно. И мы сейчас идем, тут так далеко идти. Вон можно ехать. А или еще нельзя. Да пойдем пешком. Пойдем пешком, а потом... Да? Можно вот так. Ой, капец. И мы идем искать какой-то шаттл, чтобы нас привез в наш терминал 2Б. Я в шоке, ребята. А этот вход, тут ремонт. Тут ремонт. И вход вообще не очевидный. И они еще говорят на своем французском. Короче, как найдем, сообщим. Заодно мы хотели рассказать, как дешево доехать до этого аэропорта. Или из него. Или из него. За 2,15? Ну, уже, да. Раньше было 2,10 билет, сейчас 2,15. У водителя 2,50. Короче, вместо того, чтобы пользоваться, есть типа автобус-трансфер, по-моему, около 17 евро. Есть поезд, тоже много стоит. А есть обычный, типа, как городской автобус. Он ходит до двух. Есть два варианта. 350, 351. Там действует обычный билетик. Можно купить в автомате, либо у водителя. Если у водителя, то он не действует на пересадке. Но мы хотели купить в автомате, но автомат не работал. Хотели купить у водителя. Водитель сказал, едьте так. Там на пересадке купите. Нет. Он нам не продал, не надо. Потому что это был автобус, который шел уже до конечной на вокзале, в аэропорту. Ему не было смысла нам продавать. Ну, просто этот билет бы сгорел. А уже на конечной, где из аэропорта отъезжают все автобусы, там мы купили и поехали. Где-то час ехать до города. Есть два варианта. Там уже смотрите по конечной, как удобнее. Если билет куплен в автомате, то 1,5 часа действует. Можно еще пересесть на другой автобус, либо трамвай и доехать до своего места. В целом, весь трансфер обойдется в 2,15. Ну это круто. Это вообще, я не ожидала, что будет такой дешевый трансфер. Может, не такой удобный, но в принципе просто долго едешь. Обычный автобус, за 17, он точно такой же. Ну, поэтому всегда есть, ну не всегда, я хотела сказать, всегда есть вариант, как дешево доехать, не всегда. И аэропорт здесь очень большой. Мне кажется, это сравнится с московским. Мне кажется, больше. Шереметьево или где мы там были? Да. Ой, там тоже такой большой был аэропорт. А тут мы еще идем и до сих пор не дойдем. 2Б. Нам еще идти. Мы сейчас в 2D. Ну вот, мы уже и дома. Забрали свою собаку, Тюпсика-хрюпсика. Наверное, хотелось, вот знаете, отметить, что больше мы, наверное, никогда не поедем именно Новый год отмечать, в Европу, куда-то смотреть на салют. Это потому большой что, город. Да. Ну, в смысле, большой город, да, в Европе смотреть салют. Скорее всего, мы его не увидим.
Будет очень много людей, да. Полдня в ожидании тоже не вариант. И, ну, как-то вот атмосфера все-таки той я не получила новогодней. Больше какой-то вот Мгм. толпа, агрессия. Да. Слишком много, очень много было людей, как для меня, но город очень красивый. Ну, плюс, возможно, еще, так знаете, подпортило впечатление именно моя болезнь, что мы дома просидели очень много времени. Но я думаю, в следующий раз мы попробуем в теплой стране какой-нибудь, да? Ну, надо В теплой такой, стране прям хоть куда-нибудь в Испанию, на Где-то, Тенерифа. где мало людей. Да. Может, куда-нибудь туда рванем. А может, никуда. Но, в принципе, как думаю, что Новый год надо праздновать дома. Отмечать дома с семьей, с близкими. Вот. Либо просто друг с другом. Ну, неважно. Думаю, что такую ошибку мы больше не совершим. Но Париж нам очень понравился. Мы, наверное, хотели бы еще раз ездить, да, Сашок? Ну, через много лет. Угу. Ну вот и все. Спасибо, что были с нами. Будем с вами прощаться. Ставьте подобайки. Подписывайтесь. Пишите комментарии. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока.